Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, как видят карты Таро. Для вашего знака зодиака эту неделю какие энергии. Будем, конечно, реалистами, всегда говорю об этом. Любой расклад не расскажет о ваших переживаниях или каких-то нюансах. Все-таки знак зодиака это еще далеко не все. А если мы переложим на восточную астрологию, так тут вообще есть конфуз определенный, потому что там другие даты. Но я в это не углубляюсь, мы идем дальше. Я хочу сказать, что все равно мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите, мои дорогие. Итак, что на этой неделе? Что важно знать? Или сфера жизни, которой вам придется заниматься, уделять чему-то внимание, вопросы какие-то по ней будут. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время, как видят карты, что может помешать? Тогда что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? Может быть, вы чего-то не видите, не замечаете. Дела, работа, бизнес, энергии смотрим. Энергия денег. И личная жизнь. Что же важно? Старший аркан колесо фортуны. На этой неделе вас может буквально где-то закружить. Закружить могут обстоятельства. Или обстоятельства у кого-то непреодолимой силы. Или, знаете, как жизнь ваша, ну, может быть, на этой неделе достаточно такой хаотичной или турбулентной. Или вам придется быстро ориентироваться по какому-то вопросу, переключаться на следующий, потом еще что-то приходит или какой-то режим многозадачности. Вот у ряда из вас может такое проиграться. Или когда все идет своим чередом, и вдруг получаете какое-то известие, и вам тоже нужно быстро куда-то собраться, отправиться и решать какие-то темы, вопросы закрывать. Безусловно, по колесу фортуны у нас идет счастье, радость, удача. То есть это как шанс, понимаете? Не упустить. Я вот к чему. Какую-то возможность, что важно знать, если мы спросили. Так вот, что-то для вас будет очень важным на этой неделе, и у каждого по-своему. Старший аркан, он говорит о том, что вы будете связаны одной нитью, либо с человеком, и в зависимости от того, как складываются конкретно дела, вопросы у человека, и вы можете что-то вас может объединять. Или как обстоятельства, может быть, в той местности, где вы проживаете, они тоже могут как-то по-особенному складываться или приходить какие-то новости. И это будет на вас накладывать где-то, или обязательства, или необходимость принимать какие-то решения. У каждого по-своему. Вот обратите внимание, надеюсь, хорошо видно. Девушка на цыпочках пытается удержать равновесие на вращающемся колесе. Но она довольна, она счастлива. И поэтому, даже если какой-то хаос на время воцарится в вашей жизни, или вот эта самая турбулентность, вам это понравится. Жизненный драйв сам по себе. По этой карте мы не можем отложить что-то на потом, иначе мы теряем время или упускаем возможность. Поэтому руку на пульсе важно знать и держать. Точно. Дважды, трижды. В неожиданностях ваша победа. Какой-то вопрос вы решаете, закрываете какую-то тему, или получаете деньги, или, как важный документ получаете, и у вас как путь дальнейший перед вами открыт. Или сама по себе победа, решение какого-либо вопроса. У каждого, повторюсь, по-своему, но есть какой-то пункт, как счастливое, может быть, совпадение и стечение обстоятельств, когда вы свое дело можете продвинуть, решить, совершить, или куда-то поехать, отправиться, или по финансам это будет касаться, или по личной жизни. 1000 дорог сходятся в одной точке. Вот на этой неделе, как минимум, в одном деле, пункте или в вашем очень важном вопросе. Чему сейчас не время? Поворачиваться и уходить. Что-то завершать. Или искусственно где-то ставить на паузу, или думать, что прошлое уже от меня оттолкнулось. Или думать, что я не хочу даже думать о каком-то инциденте, к примеру,
или о каком-то вопросе, человеке из прошлом. Люди могут вернуться, или, может быть, на доработку какую-то, или вам потребуется дополнительный документ. Конкретное дело, вы думали, вы его решили, оно к вам тут возвращается, или документ вам говорят, нет, вот переделайте отчет, вот форма поменялась, у кого-то банально вот так может проиграться. Не время буквально думать, что прошлое уже для нас закончилось, какие-то нюансы могут и еще появиться. А что же вам будет помогать? Шикарно. Карта императрицы. Это, мои дорогие девочки, кто-то узнает, я жду ребенка. Или вообще для женщин, для девушек всячески благоприятная карта. Это как карта вашей силы, карта вашего «я», интереса в вашу сторону, мои дорогие. Когда вы в центре внимания. Это карта, когда мы, как начало возможности сами по себе реализовать какой-то свой проект. Ведь императрица, она у нас показана беременная, да, она плодовита, нам говорят, но плодовита не буквально, а есть еще и плодовитость на идеи, на какие-то инсайты, на выдумки, на реализацию собственных творческих планов, чего-то самого невероятного, и в то же время переложить это на материальные или на конкретные практические рельсы, и у нас получается осуществить какой-то проект. Может быть, это начало каких-то очень важных событий в вашей жизни с учетом колеса фортуны. И для кого-то это смена статуса в последующем. И непосредственно через личную жизнь это может быть или через ваше творчество, через вашу работу. Для мужчин это ваша женщина, важная в вашей жизни, вам помогает. Или вы какие-то вопросы совместные решаете. Вопросы вашей семьи вы можете тоже решать. Связь с родственниками. Где-то сама по себе карта говорит еще о дипломатии, что помогает, если мы... Это для всех. Дипломатия. Императрицу отличает как раз то, что она себе не вредит. Она скорее принимает факт как свершившийся факт. Так и людей, не пытаясь их перекроить на свой лад. Она больше... где-то есть такой момент, она склонна договориться, может быть, и сманипулировать, но чтобы не было противостояния, не было каких-то неприятных эмоций, не было какого-то сожаления, потому что она беспокоится о всех. Она желает добра всем. И вот такие добрые, хорошие, светлые, продуктивные и перспективные одновременно энергии – это все, что вам помогает. И, повторюсь, это тоже старший аркан. Обстоятельства в вашей жизни. Назовите высшие силы, назовите Вселенная, Бог вам помогает. И правда, и планетарно для вас ведь очень неплохой период. И это не в один месяц, не в одну неделю, это на более продолжительное время. Что скрыто? Колесница, еще один старший аркан. Какая-то поездка вам вполне вероятно предоставится в ближайшее время. Вы можете куда-то не собираться, а на неделе новости или как-то складываются обстоятельства, что поехать нужно. Или прежде вы не планировали переезд, а здесь вы его начнете как раз планировать. И это сама по себе карта возможностей и перемен. Вы не видите их пока, поскольку эта карта лежит в позиции скрыта. И это, если мы опять же говорим про старший аркан, обстоятельства вокруг вас. Может быть, вас подводят сделать какой-то важный итог, осуществить свое намерение для того, чтобы отправиться дальше. Или конкретно мы говорим про поездку, переезд. Или это будет как новая фаза жизни, как новые возможности, новый жизненный драйв. Никакой рутины, мои дорогие, тут что-то замечательное у вас на пороге. И на этой неделе... Я бы сказала, как, знаете, первые звоночки и в то же время шестеркой жезлов первой победы. Вообще замечательно. Дела, работа, бизнес. Правда, любовь, радость. Радость от того, что какой-то ваш план удастся. Все-таки дела, работа, бизнес. Или по делам у вас что-то получается хорошо. И это туз чаш, карта говорит о том, что внутренняя наполненность – это уверенность в себе. Вы в правильно выбранных позициях или... правильно выбранном деле, которым вы занимаетесь, или получение конкретно какого-то результата, одним словом, мои дорогие, может касаться чего угодно. У кого-то это не столь глобально, даже если вы дома находитесь, например, работаете на дому, на пенсии, или вы
за детьми вы своими ухаживаете, находитесь в отпуске по уходу. Это все равно есть причина для радости, для победы. Что-то происходит в вашей жизни, когда вы чувствуете себя счастливым. Давайте посмотрим, что у нас на деньги. Король Пентаклей. И деньги тоже у вас есть. Вообще, эта карта может и говорить о ваших близких людях, о тех, когда... Пусть король Пентаклей, он большой консерватор. Но, в принципе, когда нет ненужных рисков, когда дом полная чаша, когда все просчитано, когда все под контролем. Да, в принципе, с деньгами на неделе действительно порядок, нечего добавить. Но вы можете разрабатывать какую-то, к примеру, если вы занимаетесь бизнесом или вы желаете увеличить собственный доход, тогда вы можете даже учиться пойти чему-то. Ну, пусть не пойти, у нас и онлайн сейчас масса возможностей, было бы желание. И вы, ну, если есть какая-то финансовая брешь, как раз можно, есть возможность для себя какую-то стезю почувствовать, где есть возможность заработать, может быть, не выходя из дома, кстати. И тому много разных ресурсов. Для кого это актуально, вот и это тоже может проиграться. Но деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Ну, вообще, вау, мои дорогие. Императрица с десяткой чаш. Любовь, взаимопонимание, счастье. Правда. Даже, мои дорогие мужчины, может быть, ваша женщина любимая скажет: я жду ребенка. И такое может быть. Я не говорю, что это для всех, безусловно. А для тех, кто один или одна, мои дорогие, ну, не будьте вы в гордом, в сольном варианте. Посмотрите, какие карты. Ведь счастье мы чувствуем полноценно тогда, когда с нами есть человек, который может не просто, вот как говорят, в беде нам прийти на помощь. Да нет, не в беде. В беде у нас, как правило, или мы сами где-то умеем выкрутиться или не плашаем. А вот когда за нас есть тот человек, который может порадоваться искренне. Вот радоваться могут не все. Завидовать, пожалуй, больше. А когда вот такие искренние, нежные чувства, о чем нам говорят эти карты, это здорово, это и есть счастье. Счастью навстречу надо выйти, потому что с колесом фортуны это может быть знакомство, правда. Для кого-то из вас, мальчики и девочки, одинаково. Или вы куда-то засобираетесь и не отказывайтесь тогда. Знаете, вот с учетом, что помогает, вот как бы, ну, всех карт вам, которые выпали, и карты колесница, вам могут предложить, предположим, командировку или какую-то спонтанную поездку. А вы можете думать, а надо, а не надо. Отправляйтесь, не думайте. Здесь вас судьба ведет по какому-то фарватеру. Или, может быть, вы познакомитесь с человеком. Или какое-то доброе событие. Или, может быть, как мысль, которая вас натолкнет на ну, создание чего-то нового. Или на какие-то новые перспективы. Но чем-то поездка вам будет полезна к вашему успеху, к вашей удаче, к вашему счастью. Самые разные конфигурации, но все счастливые. Поэтому и не время нам говорят тут поворачиваться и сидеть где-то в заперти, анализировать, устраивать себе глубокую философию по прошлому. Все, это вот, хоть и возвращаются из прошлого какие-то вопросы, нюансы, все равно вы идете вперед. Посмотрите, какие замечательные карты. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.